Урок 1. Стратегии подготовки. Когда дело доходит до стратегии, очень важно быть хорошо подготовленным к любой ситуации. Абсолютно. Подготовка может сыграть решающую роль в достижении успеха. Есть ли у вас какие-нибудь советы о том, как эффективно подготовиться? Я всегда начинаю с постановки четких целей и составления плана их достижения. Звучит умно. Наличие дорожной карты помогает вам сосредоточиться. Да, я также предпочитаю заранее собрать все необходимые материалы. Это отличный подход. Организованность может избавить вас от стресса в дальнейшем. Точно. Я считаю полезным заранее попрактиковаться в том, что мне нужно сделать. Это хорошая идея. Репетиции могут укрепить уверенность и улучшить производительность. Урок 2. Строительство касалом. Строительство Касл Лома началось в 1910 году и завершилось в 1914 году. Это увлекательно. Должно быть, потребовалось много усилий, чтобы построить такое грандиозное сооружение. Абсолютно. Внешне он отражает прекрасное сочетание готической архитектуры и современного дизайна. Да, детали потрясающие, и он действительно выделяется в городе. Удивительно думать об истории и историях за этими стенами. Я знаю, посещение таких исторических мест дает нам возможность заглянуть в прошлое. Я хотел бы совершить экскурсию и узнать больше о его истории. Я тоже. И изучение садов и интерьеров будет фантастическим опытом. Давайте запланируем визит в ближайшее время. Я думаю, это будет отличный день. Урок 3. Воспоминания детства. Я помню, как видел ее фотографии. Вся ее одежда и игрушки были совершенно новыми. Это звучит чудесно. Должно быть, для нее это был радостный опыт. Тем временем я получал ее подержанные вещи, которые научили меня ценить то, что у меня было. Подарки тоже могут быть особенными. Они часто приходят с историями и воспоминаниями. Точно. Они напоминают мне о семье и наших общих связях. И я думаю, что есть красота в повторном использовании предметов и бережном отношении к их истории. Абсолютно. Это также отличный способ попрактиковаться в устойчивом развитии. Да, кроме того, многие подержанные вещи могут быть удивительно стильными и уникальными. Я согласен. Все дело в том, как вы их носите и делаете своими. Урок 4. Весенние цветы. Цветущие весной цветы– такое чудесное зрелище. Они действительно есть. У вас есть сад, где вы выращиваете цветы. Я люблю ухаживать за своим садом и наблюдать, как все растет. Это звучит чудесно. Какие цветы у вас есть? Я посадил тюльпаны, розы и ромашки. Они добавляют столько цвета моему двору. Это прекрасный выбор. Мне нравится, как они привлекают бабочек и пчел. Это создает оживленную атмосферу и поддерживает местную дикую природу. Я хотел бы однажды иметь сад. Это кажется таким полезным. Это действительно так. Садоводство может быть отличным способом расслабиться и соединиться с природой. Урок 5. Покупки в последнюю минуту.
Хорошо, я скоро вернусь. Если что-нибудь еще, что нам может понадобиться. Да, на самом деле. Не мог бы ты взять немного хлеба и молока, пока тебя нет дома? Конечно, я обязательно достану нам все необходимое. Спасибо. Кажется, что они у нас всегда так быстро заканчиваются. Я точно знаю. Как будто они исчезают в одночасье. Точно. Я ценю, что вы помогаете с покупками. Без проблем. Я также проверю, есть ли у них какие-нибудь закуски, которые нам нравятся. Это было бы здорово. Небольшое лакомство всегда приятно иметь под рукой. Я присмотрю, чтобы мы могли насладиться чем-нибудь вкусненьким. Урок 6. Поиск потерянных вещей. Точно. Оно у меня уже давно, и мне его очень не хватает. Не волнуйся. Мы сделаем все возможное, чтобы найти его. Спасибо. Очень много значит ваша поддержка в его поиске. Конечно. Давайте проследим наши шаги и подумаем, где это может быть. Это звучит как хороший план. Я помню, как последний раз пользовался им в гостиной. Начнем с этого. Мы можем проверить все обычные места, где оно могло оказаться. Я посмотрю под диваном и в ящиках. Отличная идея. Я проверю полки и посмотрю, не потерялось ли оно где-нибудь. Вместе мы разберемся в этом. Я надеюсь, что мы сможем найти его снова. Урок 7. Университетские программы. Другой вопрос. Кто определяет повестку дня университета? Да, корпоративные спонсоры сегодня оказывают на это значительное влияние. Интересно посмотреть, как финансирование может повлиять на академические приоритеты. Определенно. Это поднимает вопросы о честности образования. Точно. Сбалансировать прибыль с образовательными ценностями может быть непросто. Я согласен. Для университетов важно поддерживать свою миссию и стандарты. Прежде всего, им следует сосредоточиться на обеспечении качественного образования. Я надеюсь, что в будущих дискуссиях эти проблемы будут решены ради интересов студентов. Я тоже. Это имеет решающее значение для будущего образования и общества. Урок 8. Информация для СМИ. Рыночные цены, гороскопы, комиксы, прогнозы погоды и многое другое можно найти в ежедневной газете. Это правда. Газеты предоставляют разнообразную информацию каждому. Интересно, как они удовлетворяют разные интересы и потребности. Мне нравится читать комиксы. Они всегда заставляют меня смеяться. То же самое. Это интересный способ начать день с чашечки кофе. И прогноз погоды необходим. Это помогает эффективно планировать наш день. Абсолютно. Иметь всю эту информацию в одном месте очень удобно. Я согласен. Это отличный способ оставаться в курсе событий и развлекаться. Давай обязательно возьмем газету, когда встретимся в следующий раз. Будет весело читать вместе. Урок 9. Обсуждение стоимости. Учитывая мой опыт и навыки, я считаю, что заслуживаю большего, чем зарабатываю сейчас. Это верный аргумент.
Знать свою ценность важно в любой работе. Точно. Я приложил много тяжелой работы и самоотверженности, и это следует признать. Да, важно защищать себя и вести переговоры, когда это необходимо. Я планирую в ближайшее время обратиться по этому поводу к своему менеджеру. Это отличная идея. Подготовьте аргументы и будьте уверены в своей просьбе. Я буду. Я думаю, что изложение моего вклада укрепит мою позицию. Определенно, подчеркивание ваших достижений действительно может иметь значение. Я ценю ваш совет. Помогает осознавать, что я не одинок в этом. Урок 10. Сила единства. Я согласен с вами. Это показывает силу единства и важность повышения нашего голоса против неравенства. Абсолютно. Когда люди собираются вместе, они могут добиться значительных перемен. Коллективные действия могут решить проблемы, затрагивающие многих людей. Приятно видеть, как сообщества объединяются для общего дела. Это правда. Это приносит надежду и показывает, что мы можем бороться за то, что правильно. Точно. Нам нужно поощрять больше людей присоединяться к этим движениям. Я считаю, что образование играет решающую роль в повышении осведомленности об этих проблемах. Определенно. Знания дают людям возможность действовать и отстаивать справедливость. Давайте продолжим поддерживать и воодушевлять друг друга в этих усилиях. Урок 11. Предпочтения в поездках. Мне не терпится сесть в самолет. Есть ли у вас предпочтение в виде на рейс? Я предпочитаю вегетарианскую еду. Они, как правило, легче и приносят мне больше удовлетворения. Это звучит неплохо. Обычно я предпочитаю курицу или рыбу, но я готов попробовать что-то другое. Вам следует. Авиакомпании часто предлагают разнообразные варианты питания, поэтому стоит изучить их. Абсолютно. Плюс я люблю открывать для себя новые вкусы во время путешествий. Я тоже. Это одна из лучших частей посещения новых мест. Да и во время отпуска приятно баловаться разными кухнями. Точно. Давайте обязательно проверим пункты меню при бронировании билетов. Хорошая идея. Это сделает наше путешествие еще более приятным. Урок 12. Личностное развитие. Иногда я чувствую, что мне нужно больше работать над своими навыками публичных выступлений. Не волнуйся. Чтобы стать уверенным в этой области, нужны время и практика. Я знаю, но я хочу улучшиться раньше, чем позже. Это отличные отношения. Планируете ли вы присоединиться к каким-либо семинарам или группам? Я искал местные клубы тамады, чтобы получить больше опыта. Это фантастическая идея. Это обеспечивает благоприятную среду для практики. Точно. Я думаю, это поможет мне получить ценную обратную связь и укрепить мою уверенность. Конечно. Кроме того, вы встретите других людей с похожими целями, и это воодушевляет. Я с нетерпением жду возможности попробовать и посмотреть, как я прогрессирую. Урок 13. Деловые встречи. Предложение должно быть представлено до 21 мая с возможностью проведения более ранней встречи в случае необходимости.
Это звучит разумно. Хорошо иметь гибкость на случай, если что-то изменится. Я считаю, что очень важно поддерживать открытое общение со всеми участниками. Абсолютно. Четкое общение помогает эффективно управлять ожиданиями. Я планирую заранее подготовить повестку дня, чтобы встреча была целенаправленной. Это разумный подход. Это гарантирует, что будут затронуты все важные темы. Точно. Я хочу максимально использовать время, которое мы проводим вместе. Хорошая мысль. Также заранее соберем все необходимые документы. Хорошая подготовка произойдет на все положительные впечатления. Урок 14. Понимание природы. Название предполагает, что море лишено жизни из-за чрезвычайно высокого содержания соли. Да, это потрясающе, как уровень соли может повлиять на экосистему. Точно. Это создает уникальную среду, в которой обитает меньше организмов. И все же интересно посмотреть, как некоторые виды приспосабливаются к таким условиям. Абсолютно. Природа обладает замечательным умением приспосабливаться к экстремальным ситуациям. Это действительно свидетельство устойчивости жизни в различных формах. Мне бы хотелось узнать больше о том, как функционируют эти экосистемы. Я тоже. Так много всего можно узнать о балансе природы. Давайте запланируем посещение морского исследовательского центра. Это может быть поучительно. Урок 15. Планы на выходные. Поездка на выходные кажется отличной идеей. Куда ты думаешь пойти? Я подумывал о небольшой хижине в горах. Это было бы так мирно. Это звучит идеально. Мне нравится идея быть в окружении природы. Да, это был бы хороший отдых от города и возможность расслабиться. Абсолютно. Кроме того, мы могли бы насладиться пешими прогулками и, возможно, даже наблюдением за звездами ночью. Я уже представляю это. Свежий воздух и красивые виды освежат. Давайте рассмотрим аренду домиков и посмотрим, что доступно на выходные. Отличная идея. Я очень рад планировать этот маленький побег вместе. Я тоже. Это будет чудесное приключение. Урок 16. Требования к возрасту. Есть ли возрастные ограничения для участия в этом мероприятии? Да, вам должен быть не менее 21 года, чтобы присоединиться. Это имеет смысл. Вероятно, они хотят обеспечить участникам необходимую зрелость. Точно. Это важно для безопасности и ответственности при проведении подобных мероприятий. Я ценю, что у них есть эти рекомендации. Да, это помогает создать безопасную среду для всех участников. Я учту это при планировании мероприятия. Звучит отлично. Всегда лучше заранее знать о таких требованиях. Определенно. Я хочу быть уверен, что смогу участвовать без каких-либо проблем. Урок 17. Юридическое представительство. Люди имеют право быть представленными адвокатом в юридических вопросах. Да, большинство обвиняемых хотят нанять адвоката для своей защиты.
Очень важно иметь юридическое представительство, чтобы разобраться в сложностях закона. Абсолютно. Хороший адвокат может существенно изменить ход дела. Они предоставляют экспертные знания и рекомендации, которые могут облегчить сильный стресс. Да, людям важно понимать свои права в таких ситуациях. Точно. Доступ к юридическому представительству обеспечивает справедливость в системе правосудия. Я согласен. Каждый заслуживает возможности быть услышанным. Давайте продолжим выступать за законные права и поддержку нуждающихся. Урок 18. Источники информации. Рыночные цены, гороскопы, комиксы, прогнозы погоды и многое другое можно найти в различных изданиях. Да, интересно, насколько разнообразной может быть информация в одном источнике. Точно. Газеты и журналы удовлетворяют широкий круг интересов. Мне нравится читать комиксы. Они всегда вызывают улыбку на моем лице. То же самое. А прогноз погоды необходим для планирования нашего дня. Абсолютно. Удивительно, как много информации мы можем получить так легко. Я согласен. Это помогает нам быть в курсе происходящего вокруг нас. Давайте возьмем за привычку регулярно проверять эти источники на наличие обновлений. Звучит как отличный план. Оставаться в курсе важно для каждого. Урок 19. Празднование дня рождения. Моей подруге Джей недавно исполнилось 10 лет, и это был настоящий праздник. Звучит весело. Как она отпраздновала? Ее дом был украшен воздушными шарами и лентами, что придало ему праздничный вид. Мне это нравится. Декорации действительно создают настроение вечеринки. Да, и детям было много игр. Замечательно. Должно быть, атмосфера во всех мероприятиях была оживленной. Это определенно было. Все прекрасно провели время, особенно Джейн. Я могу себе представить. У них тоже был торт. Конечно, там был большой шоколадный торт с разноцветной глазурью. Урок 20. Новый бутик. Как насчет того, чтобы заглянуть в новый бутик, который только что открылся в центре города? Это звучит как отличная идея. Я слышал, что у них есть уникальные предметы одежды. Да, мне нравится открывать для себя новое место для покупок, особенно местные бутики. Я тоже. У них часто есть стили, которые нельзя найти в крупных сетевых магазинах. Точно. Плюс приятно поддерживать малый бизнес в нашем сообществе. Абсолютно. Давайте посмотрим, что у них есть, и, возможно, примерим что-нибудь. Звучит отлично. Я всегда готова к небольшому модному приключению. Я тоже. Мне не терпится увидеть, какие модные вещи мы можем найти. Давайте отправимся туда в эти выходные. Это будет веселая прогулка. Урок 21. Общение с животными. Он всегда считал животных своими братьями и сестрами. Это уникальный взгляд на это. Это показывает сильную связь с природой. Однажды он упомянул, что когда его предупредили об опасных волках, он ответил, что ему нечего бояться.
Действительно, это очень смело. Была ли у него особая связь с этими животными? Кажется так. Он верил в их уважение и хорошо понимал их поведение. Это увлекательно. Удивительно, как некоторые люди могут общаться с животными на таком глубоком уровне. Абсолютно. Это напоминание о том, как важно сосуществовать с природой. Мне нравится эта перспектива. Это действительно подчеркивает красоту дикой природы. Мы можем многому научиться, наблюдая за животными и уважая их. Урок 22. Более здоровая кулинария. Что ж, я заменил сливочное масло оливковым, чтобы сделать блюдо более полезным. Это умный ход. Оливковое масло придает приятный вкус и полезно для здоровья сердца. Точно. Это отличный способ сделать блюдо легче, не жертвуя при этом вкусом. Я люблю использовать оливковое масло в кулинарии. Это все усиливает. Я тоже. Он хорошо подходит для заправок, маринадов и тушения овощей. Да, кроме того, он богат полезными жирами, что делает его в целом более здоровым выбором. Обязательно буду продолжать использовать его в своих рецептах. Отличная идея. Небольшие изменения могут привести к более здоровому питанию. Я с нетерпением жду возможности экспериментировать с более здоровыми заменителями в моей кулинарии. Урок 23. Техасские полевые цветы. Знаете ли вы, что пустыни могут привлечь множество туристов? Да, это удивительно. Для штата, который в основном засушливый, Техас имеет замечательное разнообразие полевых цветов. Точно. Весеннее цветение полевых цветов действительно представляет собой зрелище. Я слышал, что в это время пейзажи яркие и красочные. Они действительно есть. Удивительно, как природа может процветать в, казалось бы, суровых условиях. Абсолютно. Эти цветы добавляют красоты пейзажу пустыни. Это напоминание об устойчивости и чудесах природы. Я бы хотел посетить Техас во время сезона полевых цветов, чтобы увидеть это своими глазами. Я тоже. Это было бы фантастическое приключение, наполненное захватывающими дух видами. Урок 24. Обеденный опыт. Когда еда прибывает, она выглядит и восхитительно. Это лучшая часть ужина вне дома. Презентации имеют большое значение. Да, официантка всегда спрашивает нас, хотим ли мы десерт после еды. Мне это нравится. Это хороший способ завершить трапезу на сладкой ноте. Абсолютно. Иногда я не могу устоять перед искушением съесть десерт. То же самое. Обычно я ищу что-нибудь шоколадное или фруктовое. Это отличный выбор. От хорошего десерта сложно отказаться. Определенно. Давайте обязательно оставим место для десерта в следующий раз, когда выйдем куда-нибудь. Хорошая идея. Трапеза не будет полной без сладкого угощения. Урок 25. Культурное исследование. Да, я посетил несколько захватывающих дух храмов и осмотрел исторические достопримечательности. Это звучит невероятно. Храмы часто имеют богатую историю и красивую архитектуру. Они действительно делают. У каждого храма, который я посетил, была своя уникальная история.
Я могу только вообразить. Узнали ли вы что-нибудь особенно интересное? Символизм в архитектуре часто глубоко связан с культурой. Это увлекательно. Мне нравится, когда история и искусство сливаются воедино. Абсолютно. Это добавляет глубины впечатлениям от посещения этих мест. Мне бы очень хотелось когда-нибудь присоединиться к вам в таком культурном путешествии. Определенно. Совместное исследование сделает его еще более запоминающимся. Урок 26. Незабываемые каникулы. И как дела? Был ли у вас когда-нибудь незабываемый отпуск? Абсолютно. Прошлым летом я побывал в Греции, и это было потрясающе. Вау, это звучит потрясающе. Что сделало его таким особенным? Потрясающие пляжи, вкусная еда и богатая история сделали это место поистине Я незабываемым. могу себе представить. Исследование древних руин должно быть было невероятным опытом. Это действительно было. Каждое место имело свою историю и значение. Мне это нравится. Это так много добавляет к поездке, когда вы можете узнать о культуре. Да, путешествие может быть таким поучительным опытом. Давай спланируем поездку вместе в ближайшее время. Мне бы хотелось оставить с вами незабываемые воспоминания. Урок 27. Упаковка клубники. Для некоторых клубничных десертов я положила 2 ведра в холодильник с небольшим количеством льда. Звучит вкусно. Свежая клубника. Лучший десерт. Другой мы использовали для перекусов поездки. Идеальный. Во время путешествия всегда приятно иметь под рукой свежие фрукты. Точно. Клубника не только вкусна, но и освежает. Мне нравится, насколько они универсальны. Их можно использовать во многих рецептах. Абсолютно. Смузи для тортов, они станут отличным дополнением ко всему. С нетерпением жду возможности попробовать десерты, которые вы готовите из этой Я клубники. тоже. Я позабочусь о том, чтобы они были вкусными и поделюсь ими с вами. Урок 28. Обновление погоды. К полудню должно проясниться, так что позже погода будет хорошей. Приятно это слышать. У меня есть планы на парк, и я надеюсь, что там будет солнечно. Кажется, это идеальный день для активного отдыха. Да, я с радостью наслаждаюсь свежим воздухом и солнечным светом. Будем следить за прогнозом на случай, если он изменится. Хорошая идея. Небольшая предосторожность никогда не помешает при планировании развлечений на свежем воздухе. Точно. Я хочу убедиться, что у нас есть наилучшее впечатление. Я ценю это. Не могу дождаться, когда мы проведем время на улице в прекрасную погоду. Я тоже. Это будет чудесный день, наполненный смехом и радостью. Урок 29. Занятия в свободное время. И чем ты любишь заниматься в свободное время? Я люблю походы в горы. Так приятно находиться на свежем воздухе. Это звучит чудесно. Красота природы не имеет себе равных. Абсолютно. Есть что-то успокаивающее в окружении деревьев и свежего воздуха. Я согласен.
Походы– отличный способ очистить разум и оставаться активным. Да, плюс виды сверху всегда стоят затраченных усилий. Обнаружили ли вы в последнее время какие-нибудь любимые маршруты? Я нашел красивую тропу с потрясающим водопадом в конце. Это звучит потрясающе. И я бы хотел когда-нибудь пройти с тобой по этой тропе. Урок 30. Тревожный звонок. Завтра, конечно. В какое время вы бы хотели, чтобы вас разбудили? Как насчет 7 утра? Это дает нам достаточно времени, чтобы подготовиться. Звучит отлично. Я хочу, чтобы утро перед нашими делами было спокойным. Да, я люблю начинать день без спешки. Точно. Мирное утро задает позитивный тон на весь оставшийся день. Я согласен. Кроме того, мы можем насладиться вкусным завтраком перед отъездом. Я приготовлю кофе и тосты, чтобы начать день. Это звучит идеально. Не могу дождаться начала нашего приключения. Я тоже не могу. Впереди будет фантастический день. Урок 31. Сдержки и противовесы. Ситуация также вызывает вопросы об эффективности наших сдержек и противовесов. Да, крайне важно обеспечить, чтобы власть не концентрировалась в одной области. Точно. Хорошая система должна способствовать подотчетности и прозрачности. Я полностью согласен. Для граждан важно доверять своим учреждениям. Поддержание этого доверия требует постоянной оценки и совершенствования. Это действительно так. Нам необходимо привлечь наших лидеров к ответственности и потребовать честности. Абсолютно. Участие в дискуссиях по этим вопросам имеет важное значение для прогресса. Я считаю, что осведомленность и образование играют важную роль в содействии переменам. Давайте продолжим выступать за систему, которая справедливо служит всем. Урок 32. Развитие эмпатии. Мне иногда трудно сопереживать, особенно в сложных ситуациях. Это понятно. Может быть сложно увидеть вещи с точки зрения другого человека. Но я знаю, что важно поставить себя на их место, чтобы лучше понять. Абсолютно. Эмпатия помогает построить более сильные связи и сострадание. Я хочу поработать над этим навыком. Это важно для личностного роста. Это отличная цель. Практика осознанности поможет вам стать более чутким. Я согласен. Очень важно найти время, чтобы послушать и поразмышлять. Да, у каждого есть свои проблемы, и понимание их может способствовать развитию доброты. Я приложу сознательные усилия, чтобы подходить к ситуациям с большим сочувствием.